Здравствуйте, уважаемые гости и подписчики моего канала. Меня зовут мадам Пешчевич, и вы на канале «Жизнь в зеркале Таро». Сегодня я хотела бы продолжить серию выпусков обзоров колод. Сегодня в центре нашего внимания будет новая колода, которая называется In Between. Колода итальянского издательства Lo Scarabeo, ведущего издательства эзотерической литературы, колод, всевозможных принадлежностей для оккультизма, для эзотерической работы, предсказаний. Как и все итальянские колоды, эта колода очень красивая, но интерес мой она вызвала не своей красотой. Красивых колод довольно много. Мне всегда интересны колоды, которые несут в себе какую-то интересную или вообще какую-то новую концепцию, отличающую ее от других колод. Я вам сейчас покажу обложку, да, то есть коробочку от этой колоды. Вот она с одной стороны, он с другой стороны. И вы уже видите, что изображения необычные. И увидев эту колоду, мне очень захотелось ее приобрести и изучить. Но дело в том, что время сейчас летнее, множество других занятий, кроме уютных зимних вечеров, да, то есть уютные зимние вечера способствовали тому, что было больше времени на такие выпуски, особенно обзоры колод, какие-то размышления на эту тему. Сейчас времени маловато, поскольку лето, сад, цветник, огород, как и многие наши слушатели. Я увлекаюсь такими вещами. Кроме того, у меня маленький щенок, который тоже требует забот. Работа одна, другая, увлечение. Ну, летний сезон, одним словом, вносит свои коррективы, поэтому на длинные выпуски, к сожалению, у меня сейчас нет времени. Но поделиться своими размышлениями мне очень-очень хочется. Колода мне это очень понравилась своей концепцией. Итак, сегодня первый выпуск из серии обзоров этой колоды. Я думаю, что вам будет о чем подумать, наработать какие-то свои значения, увидеть свои смыслы в этой колоде. Сегодня я хочу вам предложить обзор старших арканов, да и то частично. То есть первые 7 старших арканов, которые я буду, если это будет необходимо, сравнивать с классической колодой Таро Уэйта. Вот у меня в руках уже приготовлены эти карты. Классическая колода и старшие арканы из этой колоды. Я пока их отложу. Если будет нужно, я буду вам их потихонечку показывать. Итак, что можно еще сказать про эту колоду? Интересна она тем, что в каждом аркане присутствуют признаки или символы следующего по порядку аркана. Это подчеркивает целостность всей колоды, рассказывает единую историю. Таким образом, значения арканов несколько смещены. Они находятся как бы между арканами. Грань между ними довольно тонкая. Именно поэтому колода называется In Between, то есть между. К колоде прилагается книжечка маленькая белая, как и, собственно, ко всем колодам. Но учитывая, что издательство итальянское, есть все языки практически, кроме русского. Я буду вам говорить, какие значения присваивают авторы колоды в переводе с английского.
А вы уж сами решаете, подходят они под ваши ощущения арканов или нет. Значения в МБК очень краткие, однозначные, поэтому творческий подход таролога к выработке значений не только желателен, но в данном случае и необходим. Начнем. Итак, нулевой аркан. Вот так будет лучше видно. Я вооружусь опять маленькой лупой, чтобы нам можно было разглядывать некоторые мелкие детали. Вот, сказала слово лупа и забыла, куда я положила. Ага, вот она. Так, смотрим. Дурак. Вот давайте сравним его с колодой классической. То есть шел дурак к обрыву беззаботно, ни о чем не заботясь. И так, сейчас вот так сделаем, да, чтобы не отсвечивало. Огромное солнце освещало его путь. И вот из новой колоды аркан говорит о том, что, достигнув края, практически уже перед самым обрывом, дурак воспарил на крыльях. Пока он еще не знает, куда летит и зачем, на глазах его красная повязка, символ страстного желания и новой затеи. В руках у него белая роза. Вот она у него тут. Белая роза. Символ чистоты намерений. Собака уже ни о чем не беспокоится. Она сидит, поняла уже, что без толку ему что-то советовать и предупреждать. Обратите внимание, что дурак летит не к солнцу, а от солнца. Да? То есть солнце светит ему со спины. Так что есть надежда, что он не как Икар обожжет свои крылья и упадет, а все-таки останется жив. Палку и котомку со своим скарбом он бросил. Все эти вещи устремляются в пропасть. Ну, таким образом можно сказать, что старый опыт ему уже не нужен. То есть какой-то накопленный опыт, который он нес с собой, ему не нужен. И скорее в данном случае он бы ему даже помешал. Потому что, вот как видите, он быстренько устремился вниз. Таким образом мог бы утянуть с собой вместе и дурака, если бы он не воспарил. Кстати, мне всегда было очень странно, зачем дураку, который является символом абсолютной новизны, котомка с каким-то опытом прошлого. Наверное, имеется опыт души из прошлых жизней. Кстати, и сам дурак неизбежно угодил бы в эту пропасть, если бы не раскрыл крылья, которые уже были у него за спиной. Ведь действительно, падая в пропасть, наверняка он бы не успел их прикрепить. То есть они у него уже были. То есть сложенные крылья за спиной – символ потенциала. Но дурак пока сам толком не знает, зачем они ему, куда ему лететь. Это знает маг. Что же в этой карте мы видим от мага? Вот если вы видите, тут на полях у каждого аркана написано название текущего аркана и следующего аркана. То есть на этой карте должны присутствовать символы карты маг. Так посмотрим тогда, значит, а что же из карты маг здесь есть? Что же из карты маг? Красный пояс. Красный пояс, который на дураке, перекликается с красной мантией мага. Причем красный пояс прикрывает у дурака чакру манипура, отвечающую за социализацию, волю. Свойства этого энергетического центра – интеллект, уверенность, оптимизм. На поясе в области чакры манипуры изображение уробороса, змея, кусающего себя за хвост. То есть вот здесь у мага на поясе этот змей, а у дурака он изображен на поясе как вот
изображение. То есть он не опоясывает дурака, а просто как изображение. Причем этот змей, сворачиваясь, представляет собой еще и лемнискату, да, которая тоже есть на карте мага. Вот она у него над головой. Этот змей – древнейший символ, который обозначает вечность, бесконечность, постоянную цикличность жизни и смерти. На крыльях у дурака символы всех 4 мастей. Вот если мы видим эти треугольники, да, символы 4 мастей – огонь, вода, воздух и земля. Так же, как и на столе у мага, есть все 4 инструмента, которые символизируют все эти 4 стихии. Ну, кроме того, и треугольник сам по себе является магическим символом, который используется во многих культурах. Что же мы видим в МБК? Какое значение присваивают авторы этому аркану? Значение такое – прыжок веры в неизвестное. Тут я могу согласиться, так как идти беззаботно к пропасти – это одно, а решиться на прыжок в пропасть, свято веря в свои возможности воспарить, это все-таки от мага, да, то есть я могу. Так, переходим дальше к следующему аркану. Аркан маг в этой колоде. И сразу кладу следующую тогда за карту. То есть между магом и верховной жрицей. Маг в этой колоде, в общем-то, мало похож на мага из классического Уэйта. Ну, только лишь красная мантия, белая туника, повязка на голове. То есть внешность мага, она похожа. Но даже пояс, видите, уже пояс уже не такой. И, собственно говоря, других атрибутов на этой карте нету. Тех, которые есть на классической колоде. Здесь зато очень много символов следующего аркана – Верховной Жрицы. Что же? Символы 3 фаз Луны на каменном алтаре. У жрицы такой же головной убор. Маг стоит на фоне колоннады, где одна колонна белая, другая черная. То есть точно так же, как и на карте Верховная Жрица. Маг смотрит на какие-то, видимо, каменные скрижали, которые опираются на постамент, да, на какой-то алтарь. Видимо, там написано какое-то заклинание. Маг держит в руках один из магических инструментов, тот, который вот в классической колоде стоял на столе. Но здесь он прям огромных размеров. Видимо, какой-то магический напиток в этом кубке. В небе серп старого месяца. Такой же, как у жрицы в ногах. Ну, немножко вот разворот, только другой. Значение в МБК этой карты – магический ритуал. Автор, видимо, хотел подчеркнуть, что никакое магическое действие без проникновения в глубины тайного знания невозможно. Любая магия таинственна, и понимание ее доступно далеко не всем. Верховная жрица. Кладу карту из новой колоды и императрицу тоже из классической колоды. Что мы тут видим? Да, сразу бросается в глаза, что карта из колоды In Between вообще не похожа на карты из классики. Что же здесь? Но тем не менее, эта карта мне показалась очень красивой, интересной и глубокой. Собственно, из традиционного изображения Верховной Жрицы, да, то есть между картой Верховной Жрицы. Но от Верховной Жрицы здесь, собственно говоря, только колоннада, черная и белая колонна, да, и серп Луны. Собственно говоря, колоннада, да, такая же, как в предыдущем изображении мага. Автор
этой колоды посчитал, что арканы Верховной Жрицы и Императрицы объединены темой зарождения новой жизни. С этим можно согласиться, поскольку Верховная Жрица связана с лунными циклами, а беременность исчисляется как раз в лунных месяцах. Ребенок находится как будто на границе двух миров. В утробе его оберегает жрица, она отвечает за тайну самого зачатия, развития ребенка в утробе, а затем он выйдет из лунного мира в солнечный мир. А когда он выйдет на свет, то попадет в объятия императрицы, которая его накормит, обогреет, будет любить, и эта безусловная любовь озарит всю жизнь нового человека. Ребенок будет расти, как любое живое существо, как пшеница на полях, как дерево в лесу, то есть все то, что опекает императрица. Но все же человек не растение, и отличает его от растения наличие души. Никто точно не знает, в какой момент душа вселяется в человека. То ли в момент зачатия, то ли в момент рождения. Поэтому автор, видимо, и изобразил бабочек, которые летят из лунного мира в солнечный и снова в лунный мир и обратно, поднимаясь к звездам. Бабочки как символы души. Они выбирают, в кого же им вселиться. Интереснейшая карта, очень красивое изображение. То есть женское начало в двух ипостасях. Самая главная тайна – это как происходит образование новой жизни и как эта жизнь становится человечком, который еще требует много забот. Значение в МБК – возникновение и рост. Тут даже ничего и, собственно, и не добавишь, так и есть. Так, дальше. Аркан императрицы. Тоже кладу для сравнения рядом две карты из классической колоды. Итак, смотрим. Здесь подчеркнута неразрывная связь между императором и императрицей. Императрица в белой тунике и белом венке и синей накидке. Это символы чистоты, интуиции, пассивности. Понятно, что она и император – это пара, семья. В руках они держат символ гендера – женщины. То есть, несмотря на то, что император – вожак этой маленькой стаи, да, вот мы видим тут 4 лебедя, один крупный, видимо, вожак, да, остальные чуть помельче, то есть мама и 2 маленьких лебедят. Несмотря на это, рулит женщина. Над головой императора большой лебедь, а у ног супругов дети. Причем интересно, что мальчик явно мамин сын. В синем камзольчике. Он пока еще довольно пассивный, весь в своих мечтах. Сын держит в руках символ интеллекта и силы – меч. Взгляд его устремлен к солнцу. Разборки и споры, которые вот тут за его спиной происходят, его не интересуют. Его интересы находятся не в сфере отношений, а в сфере внешних достижений и побед. А дочь, папина дочка, пытается проявлять власть и силу. Ее основное внимание – отношения. Она поглощена воспитанием брата. Начинает пилить братца с молодых ногтей. Причем довольно сварливо. Еще ей не хватает мудрости, как у мамы, проявлять мягкую силу. Но синий венок говорит о том, что она уже маленькая женщина и научится всему, что нужно, чтобы рулить уже императорами. Значение в МБК – баланс положений. Ну, что имел в виду автор? Возможно, то, что мальчик мамина, девочка папина. Я бы тут не совсем согласилась. Понимаю этот аркан как мягкую власть, которую женщина имеет над всеми, в том числе над нынешними и будущими императорами. Если мы вспомним исторические примеры, то их множество. Какое влияние имели матери на наследников и жены на владык. Как положительное, так, кстати, и отрицательное. От аркана император, следующего за арканом императрица, здесь голова барана, которых на аркане император 4 штуки. А здесь один баран, но зато с 4 рогами. 4 лебедя
также обозначают четверку. То есть четверка – это номер аркана император. А от аркана императрица арка с 3 сводами, да, то есть третий аркан. 3 лебедя над головой императрицы символизируют также тройку. Интереснейший аркан, очень символичный и глубокий, на мой взгляд. Следующий аркан – император. И кладу для сравнения аркан Иерофант. Что мы видим здесь? Честно говоря, когда я первый раз этот аркан увидела, да, он же изображен, кстати, и на коробке, да, я вам уже показала. Я сначала даже вообще немножко не поняла, что это такое. Какие-то 2 каменные фигуры на фоне гор. Что-то я даже сначала как-то и не поняла, что они разные. Ну, то есть так вот мельком, если взглянуть, то ничего не понятно. Но, начав разглядывать этот аркан, я поняла, насколько он глубокий. Сейчас поделюсь с вами своими мыслями. Так, то есть аркан император. На аркане император из новой колоды этой 2 каменные фигуры. Император и Иерофант. Они изображены равновеликими. То есть власть человеческая и власть духовная. У императора в руках символ власти, скипетр, такой же вот, как у императора на классической колоде. А у Иерофанта папский крест, то есть с 3 перекладинами. Эти миры не смыкаются, никакого мостика между ними нет. А что же является связующим звеном? Над головой императора знак зодиака Овен, под управлением которого находится император. А над головой Иерофанта знак Тельца. Овен – стихия огня, Телец – стихия земли. И смыкаются эти 2 стихии в виде огненного заката. Я думаю, что это закат, поскольку движение идет от императора к Иерофанту, то есть от Солнца к Земле. То есть Солнце визуально опускается за горизонт. Фигуры стоят на шахматной доске. Это символизирует, с одной стороны, равновеличие этих фигур, то есть власть и вера одинаково важны, а с другой – возможную борьбу между ними. Из истории мы такие примеры знаем, когда светская и религиозная власть вступали в противоборство между собой. Иногда глава церкви оказывался во власти монарха, а иногда и наоборот, монарх назначался и смещался по воле Папы Римского. В Англии эта борьба привела к тому, что монарх стал сам главой церкви, чтобы порвать с римским папским престолом. Но достижение консенсуса между этими властями необходимо, так как любая человеческая власть тем крепче, чем лучше у нее имеется идеологическое обоснование. Вот обратите внимание на группы людей над головами этих фигур. Здесь вот над головой императора люди держат в руках хоругви и смотрят в сторону Иерофанта. То есть люди нуждаются не только во власти, но и в религиозной поддержке. Власть нуждается в вере, в обожествлении, в нравственном оправдании. И одной человеческой власти недостаточно. Также и над Иерофантом, если мы посмотрим внимательно, здесь люди все вооруженные. Они смотрят в сторону императора, то есть им нужен защитник. Вера нуждается в защите, часто вооруженной. Кстати, замечание: в полном титуле монарха Великобритании есть слова «защитник веры». Ну или защитница, да, сейчас королева во главе государства. Значение в МБК. Начало крестового похода. Ну, что такое крестовые походы, вы все знаете. Это военные походы, провозглашаемые римскими папами с целью обращения язычников в христианскую веру, то есть в более ранние периоды Средневековья, или против мусульман, то есть приверженников другой веры, то есть в более поздние периоды.
То есть вот таким образом карту можно трактовать, да, что сила и власть, сила и вера, они взаимно дополняют друг друга и делают друг друга сильнее. Вот таким вот образом. Пойдемте с вами дальше. Иерофант из новой колоды, из классической. И для сравнения следующий аркан. Влюбленные. Давайте смотреть, что тут общего. На карте из колоды In Between молодая пара заключает брак, освященный церковью. Влюбленные нежно смотрят друг на друга. Руки их связаны лентой, которая образует лемнискату, символ вечности, то есть брак на всю жизнь. Священник освящает этот брак, делает его законным перед Богом и людьми. Происходит это все в поле, полном цветов, на закате, таком же, как и на предыдущей карте. Поле символизирует знак Тельца, под управлением которого находится Иерофант. Тропинка ведет к солнцу, началу новой жизни, счастью, то есть за горизонт. Новые горизонты открываются. Иерофант при этом в синей мантии. На священной книге его символ, который мы уже видели на карте Верховная Жрица, что подчеркивает, что брак – это одно из священных таинств. 3 свечи, которые мы тоже видим на этой карте, символизируют Святую Троицу. Значение этой карты в МБК – передача знания, что вполне созвучно настроению карты, да? Посвящение. То есть здесь тут, я думаю, есть определенные условности перевода, но, тем не менее, все это говорит о том, что происходит некое таинство и посвящение молодых в тайну жизни. Идем дальше. Влюбленные. Даже не приготовила, честно говоря. Колесница, вот она у меня под рукой. Все, вот она. Таким образом, что мы здесь видим? Влюбленные мне показались... Сначала я тоже особо как-то не поняла, что здесь, но немножко призадумавшись, тоже выскажу свою точку зрения. На этом аркане я усмотрела массу смыслов. Выбирайте по душе и по обстоятельствам, как говорится. Расскажу вам, что же пришло в голову мне. На полноту не претендую. Возможно, вы сможете усмотреть что-то свое. Итак, первое. Мы видим здесь опять же отголоски карты Верховной Жрицы. То есть белая и черная колонна на той карте. Да, здесь белое и черное дерево на заднем плане. Почему? Мне кажется, потому что, опять же, это тайна. Как человек выбирает, кто ему подходит, а кто нет. Какие скрытые силы действуют на наше подсознание, что мы вмиг можем понять, мой это человек или не мой. То есть опять тайна, которую вряд ли мы сможем постичь до конца. Второе. Тема выбора традиционная для аркана влюбленные. Аркан находится под управлением близнецов, двойственность которого здесь выражена тем, что здесь изображены 2 объекта интереса вот этой девушки. То есть более молодой человек и мужчина постарше. Чем же они ее привлекли? Наверное, молодой своей молодостью, нежностью, чувственностью. Не случайно повязка прикрывает чакру Свадхистана, отвечающую за любовные и чувственные удовольствия. И сидит он на кубе с изображением зодиакального символа рака, очень чувственного и чувствительного знака. Но вряд ли этот претендент может привлечь ее чем-то еще. Хотя мы знаем кучу примеров, когда союз первоначально строится только на этом. А взрослый же мужчина более интересный объект. С ним девушка может реализовать себя всесторонне. Своим щитом мужчина прикрывает сразу 3 чакры. Свадхистану, чакру, отвечающую за секс, Манипуру,
чакру, отвечающую за партнерство и социализацию, и анахату, чакру искренности, любви, принятия, близости и служения. То есть с этим партнером девушка может стать любовницей, женой, матерью, другом и партнером одновременно. Третье. Все 4 стихии здесь присутствуют как основа мироздания. Воздух, небо и знак близнецов вообще покровительствующий этому аркану. Вода, то есть знак рака, который здесь присутствует. Огонь, костер, вокруг которого греется вся эта троица. И земля, поскольку они стоят босыми на земле. Четвертое. Несмотря на то, что влюбленные обнажены, никто из них не обнажен полностью. В отношениях приходится познавать друг друга каждый день и всю жизнь. Пятое. А где же связь со следующим арканом, колесницей? Символ рака я уже упомянула как символ 7-го аркана. А еще мужчина держит в руках щит в виде колеса, что также связывает 6-й аркан с колесницей. Но тут я усматриваю еще один смысл. Не случайно аркан колесницы идет после влюбленных. Женщина стимулирует мужчину двигаться вперед, даже если он слегка сопротивляется. Как видите, в руках у женщины длинная пика. Если мы вспомним, что такое стимул в первоначальном своем значении, стимул – это заостренная палка, которой погоняли ленивых осликов. А у мужчины щит. То бишь, женщина имеет важное значение для мужчины, для его продвижения вперед. И таких примеров, опять же, мы знаем множество, когда женщина способствовала продвижению в карьере своему мужчине. Значение в МБК, несколько меня озадачило. Переводится как напряженность вокруг оборонительных стратегий. Понимать это можно здесь как угодно, как невмешательство в дела влюбленных, как борьбу супругов между собой, то есть жена гоняет, а муж сопротивляется, как борьбу влюбленных на тему жениться или не жениться. Но я все-таки склоняюсь к тому, что смысл этого аркана таков, как я уже сказала. Для женщины важен перспективный мужчина, с которым она сможет реализоваться как женщина, а мужчине – умная жена, которая может стимулировать его, не закоснеть на удобном диване, а двигаться вперед, реализовывать себя как мужчина и двигаться по пути духовного развития. На этом сегодняшний выпуск я заканчиваю. Следующие 7 арканов рассмотрим в следующий раз. Благодарю за внимание. Кому понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. Всего хорошего и до новых встреч.